Не только Тансан станет богом, среди монстров Шрека все достигнут положения различных божеств. Тансан, конечно, как главарь семерки монстров, будет самым сильным, на уровне бога-короля с двойным божественным положением. Однако не стоит недооценивать его друзей. Даймубай, Оскар, Нинранрон, Джуцин и Махандзюнь достигнут сотых рангов и также унаследуют силу богов. У каждого из них будет божественное положение, что соответствует их духу и типу мастера. Недавно вышло 3 видео, где показан новый дизайн монстров Шрека на уровне бога, или когда они станут титулованными. Смотрится это очень впечатляюще. Однозначно в фильме по боевому континенту все герои, в том числе Тансан, Сяву, монстры Шрека и другие, будут изображены потрясающе. На самом деле ни один из монстров Шрека не стал богом к финальной битве. Они лишь стали настоящими титулованными, у каждого из которых 9-е кольца были красные. Но несмотря на это, каждый из 7 монстров Шрека действительно станет богом в последующем. А сейчас мы можем с интересом увидеть их новые костюмы. Были представлены в новом образе Даймубай, бог войны, Оскар, бог еды, а также Джуцин, богиня скорости или ловкости. Даже с первого взгляда заметно, что костюмы наших героев проработаны прекрасно. Они подчеркивают их новое положение и смотрятся очень гармонично. Начнем с Джуцин. Ее новая форма еще круче, чем было раньше. Появилось много новых украшений и деталей. Основной плюс – это преимущество Джуцин в скорости. Как мы видим, костюм не мешает движению, а также он должен дышать. Боевой дух Джуцин – адская виверна, скорость которой является ее силой. Она может быстро приблизиться к врагу, а затем незаметно нанести удар. И даже против сильного врага скорость является большим преимуществом. Глядя на официальный трейлер, можно заметить, как Джуцин подобно вспышке, то появляется, то исчезает. За ее молниеносными движениями очень интересно наблюдать, а в конце она бесследно исчезает. Кажется, когда она станет настоящей богиней скорости, она станет еще быстрее, чем сейчас на уровне титулованного. Этот образ Джуцин мы увидим в анимационном фильме по боевому континенту. Теперь рассмотрим образ Оскара. Он станет богом еды и мужем Нинранрон, богини 9 цветов. Оскар является первым в мире мастером пищи, что достиг 90 ранга и стал титулованным. Ранее такого никогда не было. Оскар предстает перед нами в совершенно новом облике. Смотрится очень круто, и его боевой дух тоже совершил скачок, прямо превратившись из сосиски Оскара в настоящего бога кулинарии, что очень необычно. Это на самом деле большой апгрейд для Оскара, его практически не узнать. После наследования силы бога еды, его образ и темперамент тоже претерпели большие изменения. Он очень красивый, его одежда тоже превратилась в золотую броню. Чувствуется благородство, как будто обычный парень превратился в императора в одно мгновение. Его новая форма очень крутая, даже его прическа немного изменилась. На голове появилась очень красивая корона, и исчезли его очки, важный атрибут дизайна в прошлом. Думаю, многим понравится новая внешность Оскара. Он действительно смотрится как тот, кто достиг божественного уровня. Когда Оскар показался весь, позади него появился огромный золотой фантом, который естественно был богом кулинарии. В решающей битве на перевале Дзялин различные колбаски Оскара и его поддержка сыграли важную роль в неожиданной победе и мощном продвижении. Если бы не Бибидун, богиня Ракшаса, которая внезапно лично пришла на поле битвы, победа была бы гарантирована. А после того, как Тансан был убит, бог кулинарии и богиня 9 цветов спустились, и Оскар с Нинранрон использовали свет воскрешения, чтобы вернуть Тансана к жизни. И наконец, мы детальнее поговорим о Даймубае. Если взглянуть в целом на его костюм, можно сказать одним словом – король. Комплект серебряных доспехов выглядит просто и красиво, а серебряные наплечники с обеих сторон сочетаются с его уникальным плащом, который идеально соответствует его статусу наследного принца. Это немного отличается от его прежней одежды. Ощущение бога войны сразу ярко раскрывается. Изначально, согласно оригинальной книге, в первой части боевого континента Даймубай не стал богом. Это стало возможным немного позже. И хотя бог войны это бог 2 класса, это тоже очень хорошо. Как видим, новые костюмы монстров Шрека созданы по их образу. У Оскара это золотая броня, которая ярко сияет, а когда он надевает корону, то имеет вид императора, очень властный. А Даймубай подобен богу войны на поле битвы. Серебристо-белые доспехи делали его чрезвычайно красивым. Все трое станут богами 2 класса. Да, это немного ниже, чем морской бог или ангельский бог, что являются богами 1 уровня, но все равно невероятно круто. Хотя слияние бога Даймубая и богини Джуцин все еще будет возможно. В таком случае вместе они способны достичь силы бога 1 класса. Из всей семерки монстров Шрека еще не раскрыли дизайны Нинранрон и Махандзюня. Уверен, их новые костюмы на уровне богов также будут невероятно крутые. У Нинранрон скорее всего будет очень красивый яркий образ, а у Махандзюня огненный феникс станет еще величественнее.
По сути, создатели раскрыли образы монстров Шрека божественного уровня. Говорит ли это, что к финалу все они станут богами? Согласно оригиналу, они были лишь на уровне титулованного. Но вполне возможно, в фильме могут изменить это. Что ж, увидим, как все будет. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, чей новый дизайн вам понравился больше. Даймубая, Оскара или Джуцин. Подписывайтесь на канал и всем пока.